Война. День 169. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. Великобритания передаст Украине 3 дополнительных установки М270. Напомню, что Британия ранее уже передала 3 таких комплекса, которые хорошо себя зарекомендовали в войне с Россией и являются аналогом Хаймерс, только на гусеничном шасси и 2 пакетами ракет. Север. Вчера на аэродроме в Гомеле произошел взрыв. По некоторым сообщениям говорится, что там была уничтожена система ПВО. Минобороны Беларуси заявляют, что взрыв произошел в результате возгорания техники. Восток. В районе Харькова продолжаются бои, все в тех же местах со стороны УД и на юге, возле Гусаровки. Но каких-либо изменений линии фронта не происходит, как и в районе Изюма. Россияне радостно сообщают о захвате Солидара, показывая кадры завода Кнауф, снятого на телевик. Спорить с этим сложно. Объектив камеры действительно захватил город. Так, в принципе, можно и Киев за 3 дня захватить. Тем временем российская атака на Яковлевку и Бахмутку была отражена, но россиянам удалось подобраться ближе к Подгородному. Бои на подступах к Бахмуту продолжаются. В районе Донецка россияне предприняли очередную серию атак в сторону Авдеевки, активно применяя авиацию для нанесения ударов по украинским позициям в этом районе. Несмотря на превосходство в воздухе, русские войска не смогли продвинуться и выйти на окраину города. Пески остаются спорными. Часть села контролирует ЗСУ, а другую – сепаратисты. В Донецке произошел взрыв на пивном заводе, в результате чего случился выброс аммиака. Юг. Появились снимки повреждений в результате взрыва на аэродроме в Новофедоровке. По меньшей мере 11 летательных аппаратов полностью уничтожены, и еще не менее 5 повреждены. Также уничтожены склады с горючим и боеприпасами. Исходя из имеющейся информации, на данный момент 43-й истребительный авиационный полк потерял боеспособность. Что стало причиной взрывов на авиабазе, пока неизвестно. На земле россияне продолжают стягивать войска, технику и снабжение на южное направление, но пока активных действий там не предпринимают, за исключением попыток выбить украинцев с плацдарма на правом берегу Ингульца в районе Давыдова Брода. Обстрелы вдоль всей линии фронта, а также городов Никополь, Николаев и Марганец. Стало известно о повреждении опоры высоковольтной линии в направлении Крыма. Также вчера был нанесен удар по мосту на Каховской ГЭС, в результате чего тот получил повреждения, но проезд по нему остается возможным. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать адекватные комментарии и колокольчик.